Швейцарские прогулки. Выпуск 5. Открытие бизнеса и получение вида на жительство в Швейцарии. Город Цюрих. В сегодняшнем выпуске бизнес-эмиграция в Швейцарию, открытие и ведение вашей компании в Швейцарии, возможность получения вида на жительство. Погуляем по городу Цюрих и пообщаемся на эту тему. Приятного вам просмотра! Привет, друзья! Ну, наконец-то мы с вами встретились в городе Цюрих, самом крупном, самом живом, самом деловом городе Швейцарии. Здесь я живу, и Цюрих понимаю уже с полуслова. Его вихрь событий подхватил меня в круговорот и вот не отпускает уже целых 7 лет. Здесь я учусь, тружусь, отдыхаю, строю отношения с энергичными людьми и просто наслаждаюсь нескончаемо новыми возможностями для своего развития. Мне здесь не скучно, мне здесь интересно и очень любопытно открывать для себя новые горизонты, новые направления, как в бизнесе, так и в быту. Взлеты и падения, успехи и поражения рисуют саму жизнь и возможность двигаться вперед к самореализации и сбыче мечт. Цюрих является как бы площадкой, не дающей заснуть и запутаться в путине рутины. В городе Цюрих в ближайшее время мной планируется еще одна прогулка. Да и думаю, что мы здесь еще не раз встретимся, ведь Цюрих непременно мой фаворит. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией об открытии бизнеса в Швейцарии. Ведь это дает не только возможность здесь вести хозяйственную деятельность и генерировать от нее прибыль, но также иностранные граждане имеют право получать швейцарский вид на жительство для себя и для всей своей семьи. Это возможно при выполнении некоторых предусмотренных законодательством условий, о которых мы и поговорим в этом выпуске. Цюрих для этой темы мной был выбран не случайно, так как вызывает огромный интерес у предпринимателей всего мира. Здесь отлично развитая инфраструктура, достойное отношение к иностранным предпринимателям со стороны государственных органов и швейцарских бизнес-партнеров. Предпринимательская деятельность строится на справедливости и доверии. Здесь четко действуют законы, стабильность в завтрашнем дне, без непредвиденных вмешательств со стороны правительства и других структур. Конституция Швейцарской конфедерации гласит право экономической свободы. Итак, Швейцария предоставляет вам прекрасную возможность открытия вашего предприятия. Это может быть как вновь открывающаяся компания, так и покупка уже существующего готового бизнеса. Часто в Швейцарии нерезидентами открываются компании, которые будут входить в вашу, уже существующую в вашей стране или по миру группу компаний. В последнем случае рекомендую остановиться на выборе самостоятельного юридического лица, например, в форме дочернего предприятия. Такая независимая единица вашей структуры наделена значительно большими полномочиями со стороны учредителя, может обладать своим имуществом и вести самостоятельную финансовую деятельность. Тут самое важное – такая компания учитывается перед налоговой службой и в соответствии с налоговым законодательством по месту регистрации юридического лица, то есть здесь, в Швейцарии. А ведь это имеет колоссальное значение, так как налоги в Швейцарии считаются одними из самых низких и легко могут конкурировать с другими европейскими странами. Подробнее налогообложение юридических лиц я рассказываю в 8 выпуске этого влога, а также советую вам посмотреть 6-й выпуск на тему налог на добавленную стоимость. Вы узнаете, почему и как можете оптимизировать ваши налоги и воспользоваться швейцарским месторасположением вашей компании как возможностью для очень неплохой экономии ваших бизнес-активов. Теперь поговорим об организационно-правовых формах коммерческих организаций в Швейцарии. К основным относятся акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. В чем же важнейшее отличие этих двух форм организаций? При опубликовании новой компании в Государственном реестре предпринимателей, доступ к которому имеет любой человек, предусмотрена анонимность учредителей акционерного общества. По-иному регулируется законом относительно владельцев общества с ограниченной ответственностью. Их имена должны быть внесены в реестр и открыты к общему доступу.
Минимальное требование закона к внесению уставного капитала при регистрации компании составляет для общества с ограниченной ответственностью 20 тысяч швейцарских франков, а для акционерного общества это значение в размере 20% от планируемого акционерного капитала, точнее суммы номинала всех акций, но не менее 100 тысяч швейцарских франков. 50 тысяч швейцарских франков, из которых должны быть внесены сразу при регистрации. Открытие юридического лица в Швейцарии подразумевается на законодательном уровне в составе хотя бы одного резидента страны, который будет занимать в компании одну из управляющих должностей. Он должен быть либо гражданином Швейцарии, либо уже иметь вид на жительство и разрешение на работу. Для пока еще не резидентов Швейцарии при регистрации компании временно требуется такой швейцарский представитель. Но не пугайтесь, эта задача разрешима. Этот резидент-представитель требуется на период, пока предприниматель сам не получил резиденцию в Швейцарии. Это происходит после регистрации самой компании. То есть последовательность такова. Вначале осуществляется регистрация самого коммерческого общества, а далее получение вида на жительство или по-другому резиденция или разрешение на проживание в Швейцарии. Один из дальнейших выпусков я обязательно посвящу информации об этом документе, а точнее, что он выдается различного типа, на различные сроки и включая или исключая возможность трудоустройства как наемного сотрудника. Но разрешение на проживание в Швейцарии и владение компанией вы получите, если будут соблюдены все условия закона и будет правильно оформлено и подано ходатайство. Есть ли еще какие-то требования, предъявляемые нерезидентам Швейцарии при их регистрации здесь юридического лица? Для граждан Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме Хорватии, таких требований больше нет. Вы свободны в экономическом пространстве страны. Для граждан остальных стран есть еще небольшой ряд условий. Небольшой, но серьезный. А именно, предпринимателям, являющимся нерезидентом Швейцарии, должно быть оказано большое влияние на швейцарский рынок труда. Уточняю, новая компания должна внести вклад в отраслевую диверсификацию региональной экономики, поддерживать или создавать несколько рабочих мест для местных жителей, резидентов и граждан Швейцарии, осуществлять значительные инвестиции и создавать новые возможности для швейцарской экономики. Примеры таких вложений в швейцарскую экономику – открытие новой или выкуп уже существующей фабрики или оказание каких-либо услуг. Главное тут не ваша прибыль, а вклад в швейцарскую экономику должен быть существенным. Рабочие места должны быть предоставлены. При выполнении этих условий, как я уже упомянула, вы и вся ваша семья, официальные супруги и дети до 18 лет, имеете право на получение резидентства в Швейцарии. Полный процесс регистрации компании и оформления всех видов на жительство может занять всего от 3 до нескольких месяцев. Государственные службы Швейцарии в данном случае достаточно кооперативны. Теперь затронем тему ответственности юридических лиц. Как и во многих других странах, акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуществом, а не имуществом акционеров или учредителей. Здесь есть совсем небольшой ряд исключений, предусматривающий личную ответственность учредителей буквально в паре пунктов, но мы сейчас не будем на этом останавливаться. Еще в Швейцарии очень распространено ведение хозяйственной деятельности предпринимателем-одиночкой, так называемым индивидуальным предпринимателем, без регистрации при этом юридического лица. Его преимущество заключается в простоте процессов и в том, что для начала ведения бизнеса не требуется никакого уставного капитала. Но вот ответственность он несет всем своим личным имуществом. Для нерезидентов Швейцарии, не имеющих гражданства Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, получить право вести предпринимательство в такой форме практически невозможно, поэтому не будем на этом заострять большое внимание. На сайте Help Me in Switzerland в разделе для юридических лиц
Вы можете найти много информации на русском языке и подробное описание услуг, предоставляемых в поддержку открытия бизнеса в Швейцарии и дальнейшее его ведение. Являясь миграционным юристом с многолетним опытом, я также предоставляю сервис по сопровождению получения вида на жительство в Швейцарии. Здесь важно знать, что получение документа о резиденции в Швейцарии может быть не только на основании открытия и ведения предприятия, но существуют и другие варианты для успешной иммиграции в Швейцарию. О них мы также поговорим в дальнейших выпусках. На сегодня все. До новых встреч, друзья! Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Помните, от вашей инициативы будет зависеть, насколько часто мы здесь с вами будем встречаться и какую тему обсуждать. Для индивидуальных консультаций и сотрудничества пишите в Директ. Иные контакты, электронная почта, WhatsApp, Viber вы найдете на моем сайте, который указан под этим видео. В следующем выпуске открываем серию выпусков о налогообложении в Швейцарии под названием «Экономь налоги». Организуем прогулку в городе Берн и пообщаемся на тему «Налог на добавленную стоимость». Это и многое другое в следующем видео. Обязательно следите за новыми выпусками. Будет теперь не только интересно, но и полезно.